Друзья, всем привет! Что стало с орхидеей, которую мы 10 дней назад искупали вот этим вот средством Domestos? И не просто искупали, а еще и замочили на 10 минут. Итак, друзья, 10 дней назад мы распотрошили вот эту вот орхидеечку с кучей насекомых в горшке и полностью отсутствующими гнилыми корнями. Взяли литр воды, капнули 2 капли Доместоса и искупали, замочили нашу орхидеечку от развития грибково-бактериальных различных болезней вот в этом вот растворе с Доместосе. И, конечно же, этим самым вызвали мы огромное количество нелицеприятных комментариев, типа таких вот: хотелось бы посмотреть, что будет дальше. По-моему, Георгий, растению пипец. Да, и терзают смутные сомнения. И вот, друзья, после таких комментариев возникают вопросы: что же стало с этой орхидеей? И вот, друзья, 10 дней прошло. Наш с вами биглипчик, который называется Ice Whisper Биглип, что в переводе означает ледяной шепот больших губ, выглядит, ну, собственно говоря, ничем не хуже, когда мы, например, обрабатываем против гниения нашей орхидеечки какими-то специальными средствами. Вот такая вот сегодня орхидея. В общем, мы сейчас с этой орхидеечкой продолжаем работу. Сейчас посмотрим, сделаем обзорчик и поставим эту орхидеечку на наращивание корней. Ну, приглашаю вас посмотреть на нее более крупным планом и подробно, что там с ней получилось. Какой пипец. Так, друзья, ну вот она, наша с вами снежно-белая орхидеечка Биглип Ice Whisper. Вот такая вот. И спустя 10 дней она выглядит абсолютно не отличаясь от таких же орхидей, которые теряют свои корни в магазинных посадках с гнилыми корнями. И когда мы их обрабатываем какими-то специальными средствами от гниения. И вот, значит, у нас новый проект на канале, где мы применяем Domestos, средство, вот такое вот Domestos. Вот у нас плейлист на канале, который называется Domestos для орхидей, где будут собраны все видео, в которых мы будем так или иначе применять Domestos в антибактериальных и антигрибковых мероприятиях на наших орхидеях. Итак, друзья, значит, что мы видим? У нас, как я и в прошлый раз, когда мы потрошили, вот этот корень меня смутил, но мы его оставили для того, чтобы спустя несколько дней увидеть, живой он или нет. Ну, как видим, что этот корешок у нас не живой. Мы его срезаем, он нам не нужен. Ну вот этот вот корень вроде бы еще как-то у нас проявляет признаки жизни, и вот этот вот кончик тоже. Все, в общем, больше мы ничего с этой орхидеей делать по зачистке не будем. Мы эту орхидею, друзья, поставим на наращивание корней. Но прежде чем сделать это, хочу показать, значит, еще одну нашу орхидеечку. Это, друзья, Биглип Абба. Орхидея, которая славится потерей корней. И у этой орхидеи точно такая же была история, когда все корни сгнили. И мы ее поставили вот таким вот способом, который называется у нас моховое гнездо, на наращивание корешков. Корней она уже у нас кучу нарастила, и ее самое время пересадить. Но это мы сделаем в следующем видео. А сегодня я хочу, значит, вот эту вот орхидею примерно по этому же принципу поставить на наращивание корней, но в одном из видео мне написали комментарии: а что же делать, если вот нету вот таких вот кашпо, либо вот таких вот мерных стаканов, что делать?
Во что лучше поставить на пересадку орхидей? Друзья, ну я не буду сейчас мастерить какие-то подручные, какие-то емкости из пластиковых бутылок, а возьму вот такой вот обычный горшок, стандартный, который продаются и в магазинах, в цветочных, где орхидеи продаются, ну по крайней мере в наших магазинах. Можно купить его и в группах, где продают в социальных сетях орхидеи и всякие полезности для орхидей. Можно купить на сайтах, в магазинах различных, в интернете. В общем, это, друзья, один из самых, наверное, распространенных горшков и не составляет какого-то там дефицита. И вот в такой горшок мы сегодня и поставим орхидею для наращивания корневой системы. Значит, хочу сказать, что у нас есть на канале очень хорошее видео, которое называется «Орхидея была без корней». Я ссылку на это видео поставлю в верхнем правом углу. Можно будет посмотреть, где точно такую же орхидею мы наращивали на керамзите, и потом эта орхидея у нас нарастила такую корневую бороду, и эту орхидею, да, мы, кстати, в прошлом году разыграли, она досталась одному из зрителей нашего канала. Ну, а сегодня я хочу вот сюда нашу орхидеечку, вот эту вот холодный ледяной шепот больших губ поместить на наращивание корешков из тех компонентов и полезности для орхидей, которые сейчас, наверное, имеются во всех магазинах. Итак, прежде чем поместить на наращивание, я сперва хочу эту орхидеечку немножечко взбодрить и простимулировать ее, чтобы она у нас пошла, скажем, дать ей такой энергетический пинок, чтобы она у нас пошла в рост, чтобы процессы фотосинтеза у нее закрутились, завертелись. А для этого в отстойную воду комнатной температуры на литр воды я возьму 1,5 мл янтарной кислоты. Вот так вот. Можно 1,5-2 мл. Это не столь принципиально. В любом случае, при добавлении туда второго нашего компонента, нашатырного спирта, 10%, либо 5, либо 7%, янтарная кислота вступит в химическую реакцию с нашатырным спиртом, и у нас получится здесь сукцинат аммония, либо еще называют это вещество аммонийная соль янтарной кислоты, которая является своеобразным энергетическим стимулятором. Вот так вот орхидеечку мы листиками окунаю ее в этот раствор. Немножко цветонос нам можно укоротить, но мы, наверное, не будем этого делать. Оставлю его таким, какой он есть. Он нам еще сослужит определенную службу. Ну и пока орхидеечка замачивается, мы приготовим емкость для того, чтобы поместить сюда орхидею для наращивания корешков. Для этого я возьму такой напитанный влагой керамзит, самый обычный керамзит, самый доступный компонент, который продается во всех строительных магазинах и тем более стоит сущие копейки. Я в одном из видео показывал, как я его покупал в Леруа Мерлен. 30-литровые мешки, которые стоят чуть больше 100 рублей, друзья. Так, убираем. Теперь второй немаловажный компонент — это мох. Тоже в одном из недавних видео я показывал, как купил этот мох.
живой, вот такой вот он свежий, обалденный. Чем свежее мох, тем он дольше прослужит. Ну, средняя, скажем так, значит, продолжительность жизни мха во влажном состоянии, когда он у вас в емкости находится влажный, примерно где-то около, ну, я бы так сказал, наверное, когда постоянно влажный он, где-то, наверное, около 3 лет. Да, около 3 лет. Это если при условии, что вы в емкость помещали вот такой вот зеленый живой мох, а не сухой, который отмочили, который неизвестно сколько лежал и сколько у него циклов было намокания и просушки. Значит, вот так вот простенько я, друзья, складываю на керамзит. Вот сюда складываю колечком мох. На дно вот сюда можно, друзья, положить кусочек, например, это пеноплекс, вот такой вот пятачок, чтобы, например, если мы переживаем за то, что у нас, если внизу будет постоянно присутствовать вода, что у нас основание вот этой вот орхидеи контактировать будет с водой и пойдет у нее загнивание. Можно вот сюда вот на дно положить вот такой вот пятачок, чтобы на этот пятачок основание орхидеи поставить, и оно не соприкасалось с водой. Вот так я полностью и корни тоже замочу, полностью орхидеечку, вот так всю в этом растворе, и поставим ее вот на этот пятачок. Так, чтобы у нас вот этот один, наверное, оставшийся корень у этой орхидеи, хоть он и вызывает определенные сомнения, чтобы он у нас соприкасался с мхом. Можно даже его немножко тоже в этот мох вот так вот погрузить. Но даже если у нас и нету корней, совсем отсутствуют корни, то просто орхидею поставить вот в такую вот поближе к листикам, где находится, тоже можно поместить влажный мох. Этот мох будет немножечко листикам передавать влагу, вот так вот, чтобы орхидея немножко так устойчиво здесь находилась. И все, друзья. От этого будет достаточно для того, чтобы орхидея у нас начала наращивать корневую систему. Итак, следующее, это можно оставить эту орхидею либо вот в этом поддончике и периодически вот сюда в этот поддончик наливать воду, чтобы постоянно в этом поддончике присутствовала вода. Но вода очень быстро испаряется, поэтому я беру вот такой вот прозрачное кашпо, ставлю этот горшок в прозрачное кашпо, которое совпадает краями с тем горшком, в который мы его посадили орхидею, и налью воду, чтобы вода касалась на один пальчик керамзита, который стоит на дне, и все. И буду следить за тем, чтобы вода у нас она не испарялась ниже дна горшка. То есть, чтобы постоянно внизу присутствовала вода. Эта вода, она, естественно, испаряется, и испарение проходит через вот эту емкость, в которой находится наша орхидея. Тем самым влажный воздух, он стимулирует основание, с которого чуть позже у нас появятся корешки. Все, друзья. А вот такая вот у нас сегодня посадка орхидеи на наращивание корешков. Орхидея после доместоса вот в таком вот
состоянии спустя 10 дней. Еще раз скажу, что у нас плейлист появился на канале, который называется Domestos для орхидей, где будут все видео, в которых мы будем использовать в той или иной степени Domestos для антибактериальных, антигрибковых обработок наших красоток. Все, друзья, всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока!